Привет, друзья! Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых мрачных и загадочных страниц истории человечества – эпидемию черной смерти. Это была катастрофа, которая в середине 14 века унесла жизни десятков миллионов людей, изменила ход истории и оставила после себя больше вопросов, чем ответов. Но что, если я вам скажу, что за этой пандемией могло стоять нечто большее, чем просто природный катаклизм? Сегодня мы попробуем разобраться, была ли черная смерть биологическим оружием. Давайте начнем с основ, а затем копнем глубже, туда, где история переплетается с теориями заговора, наукой и человеческими мотивами. Для начала давайте вспомним, что такое черная смерть. Это пандемия чумы, которая обрушилась на Евразию в 1346-1353 годах. Историки оценивают, что она унесла жизни от 75 до 200 миллионов человек. Точные цифры до сих пор спорны, потому что в те времена никто не вел строгой статистики. В Европе погибло от трети до половины населения, а в некоторых регионах, таких как Флоренция или Лондон, смертность достигала 70-80%. Люди умирали в муках. Лихорадка, черные пятна на коже, распухшие лимфоузлы, бубоны, от которых чума и получила свое второе название – бубонная. Возбудителем была бактерия Yersinia pestis, переносимая блохами, которые жили на крысах. Но вот вопрос, могла ли эта бактерия стать инструментом в чьих-то руках? Чтобы ответить, нам нужно сначала понять, как все началось. Исторически считается, что черная смерть пришла в Европу из Центральной Азии через торговые пути Великого Шелкового пути. Первый крупный очаг в Европе зафиксирован в 1346 году в Крыму, в городе Кафа, это современная Феодосия. Там происходила осада, монгольская армия Золотой Орды атаковала генуэзскую торговую компанию. Там происходила осада, монгольская армия Золотой Орды атаковала генуэзскую торговую колонию. И вот тут начинается интересное. По свидетельствам итальянского нотариуса Габриэле де Мусси, осаждавшие монголы, столкнувшись с эпидемией чумы в своих рядах, решили использовать это как оружие. Они якобы начали катапультировать зараженные трупы через стены города, чтобы заразить защитников. Генуэзцы, в свою очередь, бежали на кораблях обратно в Италию, перенося чуму в порты Средиземноморья. Оттуда она распространилась как лесной пожар. Это один из первых задокументированных случаев использования биологического оружия в истории. Но был ли это сознательный акт геноцида или просто отчаянная попытка сломить врага? Давайте разберемся. Сначала кажется логичным. Если у тебя есть смертельная болезнь, почему бы не бросить ее во врага? Но тут возникает несколько вопросов. Во-первых, понимали ли монголы, как именно распространяется чума? В XIV веке медицина была на уровне представления о дурных миазмах и божественных наказаниях. Никто не знал о бактериях, не говоря уже о сложной цепочке передачи через блох и крыс. Для монголов чума была загадочной напастью, которая косила их самих не хуже, чем врагов. Зачем сознательно усиливать эпидемию, которая и так угрожает твоей армии? Но даже если это так, эффект оказался катастрофическим, и случайным ли он был? Теперь давайте подумаем о масштабах. Чума распространялась с невероятной скоростью от Крыма до Сицилии, а затем по всей Европе за пару лет. Это наводит на мысль, что условия пандемии уже были идеальными. Перенаселенные города, антисанитария, торговые пути, связывающие континенты. Может быть, монголы в Кафе просто подтолкнули процесс, который и без того был неизбежен. Или же кто-то другой мог сознательно разжечь этот пожар. Ведь если задуматься, черная смерть принесла не только смерть, но и радикальные перемены. Старый феодальный порядок начал рушиться, крестьяне получили больше прав из-за нехватки рабочей силы, а церковь потеряла часть своего авторитета, не сумев объяснить или остановить катастрофу. Кому это могло быть выгодно? Вот тут мы вступаем на территорию теории заговора. И я не говорю, что они правдивы, но давайте порассуждаем. Представьте себе тайное общество или группу влиятельных людей, которые хотели ослабить Европу или перераспределить власть. В XIV веке таких организаций, как мы их понимаем сегодня, не существовало, но были торговые гильдии, религиозные ордена и даже отдельные правители, которые могли мечтать о хаосе ради своих целей. Например, Венеция и Генуя, богатейшие торговые республики, могли бы извлечь выгоду из ослабления конкурентов. Или возьмем исламский мир. В то время как Европа вымирала, Османская империя набирала силу. Совпадение? Возможно. Но чтобы организовать пандемию, нужен был бы не только мотив, но и знания. А его в те времена просто не было. Давайте обратимся к науке. Современные исследования ДНК, извлеченные из останков жертв черной смерти, подтверждают, что это была именно Yersinia pestis. Более того, генетический анализ показывает, что штамм той чумы был особенно вирулентным. Возможно, мутация сделала его таким смертоносным.
Но могла ли эта мутация быть искусственной? Сегодня мы знаем, что биологическое оружие создается путем селекции или генной инженерии, но в XIV веке таких технологий не существовало. Максимум, что могли сделать люди, это распространять зараженные предметы или тела, как в случае с Кафой. Однако даже это требует определенной логистики. Как собрать трупы, как доставить их к катапультам, как избежать заражения своих же солдат. Все это звучит скорее как импровизация, чем как план. Интересно еще вот что. Черная смерть не была единичным событием. Чума возвращалась в Европу волнами каждые 10-20 лет на протяжении веков. Если это было оружие, то кто его включал снова и снова? Или все-таки природа сама создала идеального убийцу, а люди лишь случайно помогли ему распространиться? Есть еще одна любопытная деталь. В некоторых хрониках упоминаются странные явления перед чумой. Черный туман, ядовитый дождь, рассказы о людях, которые якобы отравляли колодцы. Большинство историков считают это суевериями или попытками найти виновных. Например, евреев часто обвиняли в распространении чумы, что приводило к погромам. Но что, если в этих легендах есть зерно правды? Может быть, кто-то действительно пытался усилить эпидемию, добавляя яды или зараженные вещества? Теперь давайте посмотрим на это с другой стороны, с точки зрения случайности. В средние века эпидемия была не редкостью. Оспа, проказа, сифилис регулярно уносили тысячи жизней. Чума Юстиниана в VI веке, вызванная той же Yersinia pestis, убила миллионы в Римской империи. Черная смерть могла быть просто очередной вспышкой, усиленной уникальным стечением обстоятельств, климатическим похолоданием малого ледникового периода, которое ослабило людей и выгнало крыс ближе к человеческим поселениям. Плюс бурный рост торговли. В таком случае монголы в Кафе – это не злодеи с биологическим оружием, а просто невольные участники трагедии. Но все же остается ощущение, что в этой истории слишком много совпадений. Почему чума ударила именно тогда, когда Европа была на пике своего средневекового расцвета? Почему она распространялась так быстро и так далеко? И почему именно этот штамм оказался настолько смертоносным? Некоторые ученые даже предполагают, что черная смерть могла быть не только бубонной чумой, но и сочетанием нескольких болезней. Например, с легочной формой или даже сибирской язвой. Это объяснило бы разнообразие симптомов, о которых писали очевидцы. Если это правда, то возникает еще более жуткий вопрос. Могла ли природа создать такой коктейль смерти сама? Или кто-то помог ей в этом? Подводя итог, я не думаю, что у нас есть доказательства, чтобы с уверенностью сказать, что черная смерть была биологическим оружием в современном смысле слова. Скорее всего, случай в Кафе был единичным актом, который случайно запустил глобальную катастрофу. Но эта история заставляет задуматься, насколько мы уязвимы перед такими угрозами. В XIV веке люди не могли предвидеть последствий своих действий. Но сегодня, когда мы знаем о бактериях и вирусах гораздо больше, биологическое оружие – это реальность. Черная смерть учит нас, что даже случайный поступок может изменить мир, и не всегда в лучшую сторону. А что думаете вы? Была ли черная смерть чьим-то замыслом, или это просто природа показала нам свою силу? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь и давайте вместе искать ответы на вопросы, которые волнуют человечество веками. До встречи в следующем видео.